Бонжур! Давненько не виделись, но перейдем сразу к делу. Для бесплатного отображения показателей железа компика в играх лучше всего использовать стимовский оверлей. Его главный плюс в том, что ничего ставить ручками не нужно, и работает все стабильно, как на винде, так и на Linux. Чтобы его включить, достаточно зайти в настройки Steam, перейти в раздел «В игре», найти «Показать монитор производительности» и выбрать удобное расположение. А после в детализации данных, чтобы отобразить непосредственно максимум данных, выбираем последний пункт. Чуть ниже можно поиграться с некоторыми настройками. А тут почитать подробнее про показатели мониторинга. Сам по себе в играх он выглядит вот так. Easy. Если Steam вас не устраивает или хочется больше показателей, то на Windows можно бесплатно использовать MSI Afterburner. Для этого качаем архив установщика с официального сайта. После его запуска убедитесь, чтобы стояла галочка на реватюнере. При первом запуске включим панель мониторинга для понимания некоторых моментов. Далее открываем настройки и переходим в мониторинг. К примеру, отключим температуру видеокарты. Как видим, справа в мониторинге ее температура больше не отображается. Круто, cool. Но все же включим ее обратно, и чтобы она отобразилась во время игры, нужно дополнительно поставить галочку на «Показать в OED». Также сделаем и в других параметрах для их отображения в играх. Обрати внимание на значение ЦП 1, 2, 3 и так далее. Это статистика именно по потокам процессора, и как раз чуть ниже, без нумерации, будет общая температура для всего процессора. Для примера поставим на первом и втором потоке отображение температуры, нагрузки и частоты. Ну и на общих значениях всего процессора тоже. Подкинем еще и загрузку оперативной памяти. И теперь самое интересное — наши FPS-ики. Активируем вывод текущего FPS и времени кадра. Заметь, что мы захотели его отобразить в виде графика, а не просто текстом. Ну и включим еще парочку параметров FPS. Кстати, при зажатой LKM можно менять пункты местами. Также для удобства создадим отдельную группу для 3 значений FPS-иков, чтобы легче их различать. Применяем. Идем в раздел бенчмарка и в начать запись. Тут ставим удобное сочетание клавиш. Поверь, это обязательно потребуется, если ты включаешь отображение среднего, минимального и других параметров кадра. Сохраняемся. И последним шагом открываем реватюнер. При запуске он открывается в скрытом состоянии, так что через трей достанем его и перейдем в настройки. Скроллим вниз до параметра активации бенчмарк мода. Включаем и жмем ОК. При помощи этого ползунка увеличим размер показателей. Этого всего вполне достаточно, и наконец-то можно свернуться. Если шо, при запуске игры достаточно стартануть только Afterburner. В итоге видим, что наши показатели FPS какие-то жухлые и совсем не отображают действительность. Как раз для этого мы и задали сочетание клавиш заранее, чтобы сбрасывать их. И когда готовы начать делать замер, жмякаем сочетание и... вуаля! Для тех, кому нужен инструмент еще круче, то берите FPS-монитор. Мы сами юзаем именно его. Но предупрежу, он стоит 350 рубликов и для обычного пользователя будет избыточен. Для Mac лучший вариант — это включить встроенный мониторинг через вот эту команду. Заметь, что это работает только для текущей сессии, то есть после полного выхода из пользователя придется заново написать команду или задать ее в автозапуск. Но думаем, что это уже лишнее. В самой игре при помощи нажатия этой комбинации клавиш можно открыть меню мониторинга. Тут, к примеру, добавим метрику перегрева. Также есть всякие заготовленные пресеты. А при помощи этих клавиш можно скрывать и отображать оверлей. Ну и разумеется, на некоторых играх Metal Hood может не работать. И придется довольствоваться только базовым мониторингом FPS от Steam. Фак. Ну, а если у тебя есть какой-нибудь вопросик, связанный с показателями или даже не с ними, то можешь черкануть его в наш ТГ-канальчик. На этом au revoir, братик. Какой нахуй братик?